Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухилян бежал в Европу, поднял пыль до облаков, от повестки мчался. Дамы и господа, честнолюд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Меня зовут Сергей. Я являюсь автором не только этого канала, но этих обоих. Вы видите справа от себя два QR-кода, мой музыкальный влоговый канал. Добро пожаловать. Также найдете ссылки снизу в описании под этим роликом. QR-код, который вы видите сейчас, это мой телеграм-канал, который был создан специально для этого канала. Можете поделиться своим мнением, ссылкой на какой-либо ролик или что-то просто обсудить. Адекватным людям добро пожаловать. По названию ролика вы догадались, о чем пойдет речь. Да, о бедности. И тут мне попался такой ролик. Бедные люди есть везде. Я вам так скажу, да. В любой стране. В любой стране есть бедные люди. И в России, и на Украине, и в Германии, и в Америке. Да, во всех странах, в Казахстане есть бедные люди. Но голословно орать то, что на Украине нет бедных людей, это бред. Поэтому решил записать этот ролик. Я сделал подборку. Нашел в соцсетях, да, кстати. Для тех, кто не знает, мой контент базируется на том, что я в различных соцсетях и платформах ищу ролики, делаю нарезку, разбираю, вы комментируете. Как мне снимать и что мне снимать, не надо мне, пожалуйста, писать в комментариях. Если вам не нравится мой контент, вы просто большими, широкими шагами проходите дальше. Для тех, кому это нравится, огромное спасибо. Ну и давайте послушаем дамочку, которая рассказывает то, что на Украине нет бедных стариков. Вы серьезно? Смотрите, я когда приезжаю в Украину, я ни разу не встречала там стариков с протянутой рукой. Опаля, а вот это вот что такое? Вас чаем можно угостить? Держите вам на еду. Давайте я вам положу где-то в карман. Пенсии что, совсем не хватает, да, на жизнь? А за коммуналку как вы? Дай Бог вам здоровья. Ну, окей, ты не встречала. Ну, ты залезь даже в интернет и посмотри, роликов куча. Я только забил, куча. Я не говорю, что в других странах нету, да. Почему я снял этот ролик? Потому что вот она голословно горланит, что она не встречала. Где она ходит, я не знаю, конечно, да. Чтоб не встретить бедных людей. И не надо обязательно где-то в таких, да, закоулках ходить. Они есть везде. Вот я не встречала, чтобы сидели старики, просили бабки. Понимаете? Это говорит о том, что, значит, хватает у них денег, правда? Вот, старики хорошо одеты. Говоришь, хорошо одеты? Ну, давайте посмотрим. Я не могу, тебе слез. Ходят в магазины. Все хорошо. А, это вот это, да, ты называешь магазином? Я никогда не ругаюсь, никогда не матерюсь, потому что я имею высшее образование. Я 40 лет отработал учителем в школе, получаю 1360 гривен. В этом месяце мне прибавили 1500. Можно на 1500 прожить? Давайте послушаем ее дальше. Я не видела стариков в мусорке. Я в ту же Одессу приезжаю, если что. В ту же Одессу. Может быть, еще у вас какая-то Одесса, конечно, есть. Ну, есть, кажется, Одесса еще, кажется, в Америке вроде есть, мне память не изменяет. А может и нет. Москва есть, я знаю, да. А Одесса, я не знаю. Может, напишите, кстати. Я знаю, есть среди вас умные, напишите, пожалуйста. Есть Одесса где-то еще? Ну, я в ту же Одессу приезжаю. У меня свекровь со свекром живут в Украине. Что-то я не видела, чтобы им кушать нечего было или пить. Все хорошо. Я не знаю, что у вас за проблемы. Это вот это хорошо?
Вот такие пенсии в Украине, то, что пенсионерам приходится приходить и чтобы им помогали, хотя бы продукты передавали, хотя бы. Вот, а у моих все хорошо, все прекрасно. И я лично никогда не видела стариков в Одессе, чтобы стояли с протянутой рукой. Вот тогда и не говори за всю страну. Ты только что сказала, у моих. Да, может быть, так оно и есть. Хорошо. Но ты говоришь за всю страну. Поверьте, я бы подошла бы и дала. Поверьте, но я бы подошла бы и старикам всегда бы дала. Но их просто я не видела. Поэтому не говорите ерунду. Не говорите, да, небольшие пенсии, соглашусь, небольшие пенсии. Но почему-то они умеют эту пенсию так разложить, что им хватает на все оплатить, покушать, вот, там какую-то одежку себе прикупить. Они не ходят в одних сапожках, заметьте, вот зимой. Говоришь, покушать? Ну, давай посмотрим про покушать. В Украине я не видела, чтобы ходила бабушка в одних сапожках, скривленных, что это несколько сезонов, как это вот на болотах, да? Вот я на болотах тоже была, и я видела. Вот как-то так. Я не знаю. Слава Украине. Уникальнейшая страна, весь народ в нищете, и на каждом шагу слава Украине. Слава чему? И с каждым годом хуже, пенсия не добавляет, платежи увеличиваются. А нам хорошо, а нам слава. Я кажу, 39 вижу. А яку ви маєте пенсію при такому стажі? Пенсія моя, з тим, що я учасник війни, пенсія моя 1372. Тобто при нинішньому курсі долара, то аж $35. Скажіть, будь ласка, як ви даєте собі раду з такою пенсією, з такими цінами, які зараз є? Тяжко. Она не видела. Она ничего не видела. Господа украинцы, те, кто проживают там еще, я знаю, меня смотрят очень адекватные люди. С Украины, да. Напишите, вот права она или я несу чушь. Я вам вот привел несколько роликов. Я их набрал быстро. Я только набрал, да, бедность на Украине. Все, мне выдал кучу роликов, сотни, да. Я вот выбрал тут 4 ролика, 5 роликов разных, да. Скажите, пожалуйста, как вот можно нести такую чушь и говорить за всю страну? Как я уже сказал, да, бедность есть везде бедные люди. И подавать бедным людям, да, это не грех, это надо подавать и надо помогать. Но, кстати, я вот вчера или позавчера я проезжал на машине, большой светофор был, большой город, и прямо на светофоре стоял человек, ну, видно, бомжеватый, да, видно, какой видно, конечно, бомжеватый, да, был весь обросший, грязный, у него тачка такая, да. По возрасту, я бы дал бы лет 40, наверное, но хотя его побрить, если, да, он еще моложе бы выглядел. Здоровый мужик. И на тачке было написано: дайте мне на хлеб. И вот как все на светофор красный останавливаются, он к каждой машине подходит, протягивает стаканчик. Вы думаете, я дал? Нет. Если бы это была бабушка, я бы дал, дедушка, я бы дал. Здоровый мужик. Почему бы не пойти работать? Да, у всех жизнь сложилась по-разному. Что-то может быть того, то, что мы не можем знать, что у него случилось в жизни. Но есть, тем более в Германии, социальные службы, которые помогают. Они дадут тебе кров, они тебя накормят. Это есть такое, да? И если ты сильно захочешь, они тебе помогут и одеться, и подыскать какую-нибудь работу. Пускай не за большие деньги, но как-то подняться можно потихонечку. А это уже, это мое же мнение, это просто образ жизни. Да, что-то случилось в его жизни, и
Он скатился по наклонной Бисцумгейтник, да, до самого дна, скажем так, да. Судить я не буду его, но он пал, он просто пал, я скажу, не физически пал, да, он сам не хочет как-то дальше подняться, да, восстановить свою жизнь, как было раньше. Поэтому я и не дал. Как я уже сказал, была бабушка или дедушка, я не отвернулся бы, то, что и мимо не прошел бы, да, конечно бы дал бы. А вы мне, пожалуйста, теперь, друзья, напишите, как вы относитесь к такому. Ну, во-первых, про вот эту дам-мадам, когда голословно трезвонит, на Украине нету бедности, и все старики живут в достатке, даже в сапожках не ходят в одних весь сезон. И за очередями за едой не стоят. Ну и вы как относитесь к бедным? Ну, даже скажу, не к бедным. Бедность — это не порок. Есть люди бедные, да, есть семьи бедные, они работают. У них несколько детей, да, они пытаются как-то детей прокормить, в школу отправить. Это совсем другое. А как вот я историю рассказал, как я с бомжа, да, видел, это совсем другое. Этот человек даже не бедный уже. Это просто жизнь, наверное, вот такая. Он сам не хочет ничего менять. Как вы к такому относитесь? Пишите, как вы, помогаете ли вы старикам или нет. Почитаем, разберем вместе с вами. Всем добра, удачи.